Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой кулинарный канал. Сегодня мы с вами приготовим очень вкусный салат из огурцов и болгарского перца на зиму. Этот салат превзошел все наши ожидания. Мы его уже продегустировали на нашем мукбанг канале. Ссылочку оставим внизу в описании под этим видео. Переходите, дегустируйте вместе с нами и готовьте, конечно, тоже вместе с нами. Также, кто еще не знаком с нашим семейным каналом, совсем недавно мы переехали в Турцию и все эти замечательные рецепты снимаем из нашей турецкой квартиры. Ссылочку оставляем вам внизу в описании под видео. Переходите, знакомьтесь, добро пожаловать, будем рады видеть каждого из вас. Ну а сейчас оставайтесь со мной, я вам подробно расскажу, как приготовить вкуснейший салат на зиму из огурцов и болгарского перца. Мы начинаем. Итак, друзья, сегодня готовим очень вкусный салат на зиму. Для его приготовления нам потребуется 1 килограмм помидоров, 1 килограмм огурцов, 1,5 килограмма болгарских перцев. У меня сегодня микс. Половина из этого количества перца у меня зеленые, половина красные. Вот такие. Также нам потребуется полкилограмма очищенного уже лука. А также для этого салата мы возьмем 2 столовые ложки сахара, 50 мл 9% уксуса, 100 мл растительного масла, соль по вкусу, 2 лавровых листа. Овощи я все хорошо промыла, нам необходимо сейчас их нарезать. Сначала нарезаем лук. Я беру свой любимый станок, одеваю обязательно луковицу на плододержатель. Учитывая, что лук нам необходимо нарезать полукольцами, луковицу я разрезаю вот так, поперек вот этих полосочек пополам. И легким движением руки натираю луковицу на терке. Лук нарезаю не сильно мелко, вот такой примерно толщины у меня получаются полукольца. Если нет такой терки, соответственно, луковицу разрезаете пополам, разворачиваете и поперек нарезаете полукольцами. Я таким образом нарежу сейчас полностью весь лук, затем покажу, что делать дальше. Лук я нарезала, вот такое количество у меня получилось. Пока убираю в сторону, он будет ждать своего часа. Далее на очереди у нас помидоры. Помидоры просто разрезаю на небольшие кусочки, такие, которые удобно было бы поместить в блендер, либо в мясорубку. Помидоры нам необходимо измельчить мелко. Я сегодня измельчу помидоры при помощи блендера. Разрезаю помидорину таким образом, чтобы плодоножка оставалась на одной половинке. Потом вот таким экономичным треугольничком срезаю, выкидываю. Все остальное разрезаю удобными для меня кусочками. Помидоры я все подготовила. Измельчать их сегодня буду при помощи блендера. Отправляем помидоры в блендер, подключаю моторную часть и измельчаем. Когда помидоры измельчились, отправляем их в чашку. Точно так же поступаем со всеми оставшимися помидорами. Помидоры я все измельчила, пока их тоже в сторону, они будут ждать своего часа. Далее у нас на очереди огурцы. От огурцов срезаем несъедобные части, их выкидываем. Все остальное разрезаем соломкой. В том месте, где огурец более широкий, на 3 части делим. Если огурец вот такой тоненький, то, соответственно, разрезаем на 2 части, этого будет достаточно. Что касается длины огурцов, ориентируйтесь по своим огурцам. Она может немного отличаться. Вот длинный огурец я разрежу на 3 части. Длина огурца должна быть примерно 5-6 сантиметров. Таким образом подготавливаем полностью все огурцы. Огурцы у нас также подготовлены, также будут ждать своего часа. Далее на очереди болгарский перец. Что касается болгарского перца, его разрезаем пополам. Удаляем семена, плодоножку и перегородки. Дальше ориентируемся по размеру болгарского. Поскольку у меня болгарский длинный, я его делю пополам поперек. И вот так разрезаю толщиной примерно 1-1,5 сантиметра. Вот такой соломкой, достаточно крупной. Что касается зеленого болгарского перца, поскольку он у меня короткий, соответственно, поперек я его разрезать не буду. Не разрезая поперек, разрезаю сразу соломкой. Вот так. Таким образом сейчас полностью нарежу болгарские перцы, затем покажу, что делать дальше. Все, друзья, с болгарскими я тоже справилась. Вот такое количество у меня получилось. Можно приступать к приготовлению салата. Берем кастрюлю, лучше, конечно, казан, но у меня сегодня только кастрюля под рукой, и отправляем в нее 100 мл растительного масла. Отправляем кастрюлю или казан на плиту, ждем, когда масло хорошо прогреется. Итак, масло у меня хорошо прогрелось, отправляем в раскаленное масло лук. Лук я обжарила вот до такого состояния. Посмотрите, какой аппетитно золотистый цвет лук приобрел. Далее в кастрюлю отправляются томаты.
С момента, как томаты закипели, засекаем, минут 5 мы уварим томаты на максимальном огне, потом будем отправлять в кастрюлю следующие ингредиенты. Итак, друзья, прошло у нас ровно 5 минут. Помидоры слегка мы уварили. Дальше в кастрюлю отправляем огурцы. С этого момента засекаем 15 минут. Огурцы проварим 5 минут и через 5 минут закинем в кастрюлю болгарский перец. Газ уменьшаем до среднего, чтобы салат у нас кипел умеренно. Не забываем периодически перемешивать. Итак, друзья, прошло у нас 5 минут. Отправляем в кастрюлю болгарский перец. И еще осталось 10 минут. Хорошенько перемешиваем на среднем огне при умеренном кипении. Варим наш салат в течение еще 10 минут. Можно прикрыть крышкой на этом этапе. Итак, друзья, не забываем периодически перемешивать наш салат. На этом этапе к салату отправляем 2 лавровых листа. Соль по вкусу я положу столовую ложку, 2 столовые ложки сахара и 50 мл 9% уксуса. Все хорошо перемешиваем. Закрываем крышкой. Осталось варить салат буквально 6 минут. Все, друзья, прошло у нас с момента, как мы отправили в кастрюлю огурцы, ровно 15 минут. С момента, как мы отправили болгарский перец, прошло 10 минут. Салат наш готов, можно отправлять его в стерилизованные банки и закатывать. Итак, друзья, банки я стерилизовала в духовке. Чистые банки помещаю в холодную духовку, разогреваю духовку до 160 градусов. Как только духовка разогрелась, в течение 15 минут стерилизую банки. Что касается крышек, то их я кипячу в сотейнике в течение 10 минут после закипания. Наполняем вот так до полного салатом наши банки. Воронку затем перекладываю на другую банку, а эту банку закрываю крышкой. Одной рукой я придерживаю банку, второй рукой я хорошенько закручиваю крышку и переворачиваю банку вверх дном. Точно таким же способом сейчас буду заполнять оставшиеся банки до тех пор, пока у нас с вами не закончится салат. Чуть позже покажу и расскажу, сколько в итоге у меня получилось банок из такого количества ингредиентов. Банки у меня объемом 600 мл. Итак, друзья, из такого количества ингредиентов у меня получилось ровно 6 баночек объемом 600 мл. И еще вот такое небольшое количество для того, чтобы салат попробовать. Дальше мы банки наши накрываем одеялом и оставляем до полного остывания при комнатной температуре. Чуть позже одну из банок мы с вами откроем, я еще раз покажу, как это аппетитно выглядит, и мы продегустируем его на нашем мукбанг-канале. Друзья, посмотрите, вот такая красота у меня получилась. Очень аппетитный салат, который нам уже не терпится попробовать на нашем мукбанг-канале, куда мы вас всех и приглашаем. Ссылка, как всегда, внизу в описании под этим видео. Ну а это видео, если вам понравилось, ставьте мне, пожалуйста, пальчики вверх, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, нам очень приятно с вами общаться. Это мотивирует снимать для вас еще больше вкусных и интересных рецептов. Огромное всем спасибо за лайки, за комментарии, за пожелания, а также всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока, приходите еще, увидимся снова.